Сегодня мы будем делать процедуру Ombre Lips. Я считаю, что данная палитра подходит абсолютно каждому цветотипу. И у девушки есть небольшая асимметрия. Растяжка у меня также в 3 стороны. То есть безымянным пальцем правой руки, указательным и большим пальцем левой руки. Использую в основном круглую кисть, но иногда помогаю скошенной кистью. Использовала я их в равной пропорции, то есть пополам. Движение происходит только 3 пальцами, то есть мой безымянный и мизинец не задействованы в движении машинки. Растушевочные движения. Как более насыщенный оттенок мы будем использовать номер 4 черри и номер 5 стробери. Далее, как промежуточный оттенок мы будем использовать номер 1, это коралл. И как самый нежный светлый цвет это номер 3, персик. Всех приветствую! Мы на канале Ханафи. Сегодня я буду демонстрировать технику Ombre Lips. Меня зовут Зинаида Назарьянц. Я мастер и тренер по перманентному макияжу с опытом более 11 лет. Также я победитель чемпионатов. Я являюсь судьей чемпионатов. И в этом году я стала серебряным призером на чемпионате мира в УЛАП. Итак, сегодня наш исходник губы без перманентного макияжа, чистые губки молодой девушки. Сегодня мы будем делать процедуру Ombre Lips, также она еще называется 3D техника, то есть техника, которая дает объем, переход от более насыщенного к более светлому цвету. Что мы имеем? В данном случае у девушки есть небольшая асимметрия, это от строения ее зубов. Мы попытаемся немножко эту асимметрию скорректировать, но знаем, что она будет обращаться к косметологу и добавит объем и немного скорректирует данную асимметрию с помощью филлеров. Поэтому мы не переживаем, все у нас должно быть хорошо. Учитываем этот факт. Несмотря на то, что сейчас холодный период, особых корочек у нас нет, только вот с внутренней стороны со слизистой, но это нам не помешает, я думаю. Я отрисовываю эскиз сидя, поэтому приступаем. Отрисовку эскиза я делаю, используя белую пасту и консилер. То есть я все время разбавляю пополам приблизительно. Провожу центральную вертикальную ось, делю губы пополам, нахожу центр. Далее я нахожу на одинаковом расстоянии, ориентируясь на колонны фильтрума от центральной точки и проецирую их вниз либо вертикально, либо относительно своей природной формы. Но вот в данном случае здесь немножечко шире. То есть у нас такая более трапециевидная форма получается нашего не прямоугольника, а трапеция. И начинаю отрисовывать. Убираю лишнее. Использую в основном круглую кисть, но иногда помогаю скошенной кистью. Чуть-чуть тонко поставила, оттянула, тонко поставила, оттянула. Самая первая моя задача в начале эскиза — это зеркально отобразить направляющие от центральной точки, чтобы они были под одинаковым углом. Естественно, ориентируюсь и смотрю на волоски, на поры, чтобы это не включать в форму губ. Могу иногда подвывернуть, посмотреть, раскрыть для себя, тем более я знаю, что будет филлер, он немножко приоткроет губу. В данном случае я немного захватываю белый валик, потому как это у нас 3D техника, то есть Ombre Lips. И здесь это допустимо. Ну что, у нас завершающий этап эскизирования. Напомню то, что у нас была небольшая асимметрия. Вот эта сторона у нас немножко завалена.
и нижняя губа более объемная с этой стороны. Я максимально ее вобрала внутрь, то есть, а вот эту сторону максимально попыталась приоткрыть. Вот. Если вот так вот прираскрыть губу, можно даже чуть-чуть приоткрой ротик. Угу. Вот так подвывернуть. Видно, что точки комиссуры у нас сходятся в одной точке. Все правильно, все как должно быть. И знаем то, что будет филлер, который нам немножко выровняет асимметрию, приоткроет губу. То есть все у нас по плану, все хорошо по поводу симметрии. Давайте посмотрим, какие пигменты я использовала сегодня в работе с губами в технике 3D Lips. Самый сочный цвет я выбрала в сочетании из двух оттенков, номер 4 и номер 5. Так, это у нас номер 4. Это у нас пятерочка. Использовала я их в равной пропорции, то есть пополам. Вот такой приятный цвет у нас получился. Далее промежуточный цвет. Это у нас единичка, коралл. И самый светлый оттенок, который мы использовали уже для прокраса центральной зоны губы, это у нас персик, троечка. Вот посмотрите, какая у нас красивая палитра перехода получилась. От более насыщенного к более светлому. Я считаю, что данная палитра подходит абсолютно каждому цветотипу. Это такие приятные, живые, натуральные, теплые оттенки. А теперь давайте вернемся к нашей процедуре. Сейчас будем приступать к процедуре. Будем использовать в нашей работе 4 оттенка. Это номер 4, номер 5 пополам, для того, чтобы усилить зону от контура. В 3D Lips используется несколько оттенков. Это самый насыщенный, это контур и приконтурное пространство. Средний цвет, то есть переходный цвет. И самый светлый цвет, который используется в самой центральной зоне губы. Как более насыщенный оттенок мы будем использовать номер 4 черри и номер 5 стробери. Далее, как промежуточный оттенок мы будем использовать номер 1, это коралл. И как самый нежный светлый цвет это номер 3, персик. В работе я буду использовать иглу Ханафи 3001. Я всегда подгибаю иголочку, я нажимаю на поршень и от окошка, то есть от среза, отгибаю от себя. Аппарат в данном случае я использую Mast P10. Вылет примерно 1,5 мм. Скорость на блоке 3,5. Фиксирую эскиз пудрой. Так, ну что, поехали. Начинаю я с боковой спинки, не с центра и не от комиссуры, а примерно с середины участка между наивысшей точкой и точкой комиссуры. Немножко хочется вылет добавить. Слегка касаясь, без первичной анестезии. Мне нужно понять, как будет укладываться на данной коже пигмент. Проработав меньше сантиметра, я проверяю, есть ли у меня остаток контура. Есть легкий читаемый остаток контура. Ну, я его могу немножечко продублировать и иду в том же порядке, спускаясь к точке смыкания. Могу сделать вот такой вот захват, дабы сформировав такой небольшой валик, и движения, стежковые движения на себя, то есть к моему безымянному пальцу, который является точкой опоры и дает дополнительную оттяжку. То есть я захватила 2 пальчиками и еще второй рукой даю дополнительную оттяжку. Еле касаясь, дублирую свою линию.
стежковыми движениями, внахлёст. Проверяю. Не, недостаточно. Я прокрашиваю, дублирую еще раз. Делаю такой подвыворот. Опять же натяжка. Продвигаюсь немножечко выше сюда, чтобы мне было удобнее. Я очень часто работаю со стороны головы. И опять также я работаю на себя, формируя линию в тонкий волосок. И каждый участок я проверяю обязательно. И смотрю, достаточно ли мне цвета. Далее, когда я продвигаюсь сюда, я делаю вот такую натяжку в 3 стороны. При работе с контуром я люблю такую чистую, аккуратную работу, чтобы эта ниточка контура читалась максимально аккуратной, тоненькой. Окошко картриджа у меня смотрит на мой средний палец. И далее тоже делаю растяжку, чтобы у меня получилась такая некая плоскость, когда я работаю с аркой Купидона. Я не рисую крестик в смыкании этих двух линий, то есть в этой точке центральной. Я просто стараюсь максимально четко, тоненько зафиксировать эту зону сразу, чтобы не потерять. Постоянно протираю, убеждаюсь, что у меня здесь все чистенько, все четко видно, читаемо, и понимаю, что вторичная анестезия еще проявит пигмент. Далее я могу точно так же захватить с двух сторон губу и опять создать валик. Далее здесь я тоже подраскрываю губу, делаю натяжку в 3 стороны. Верхняя губа готов. Сейчас я немножко протравмирую поверхность губы для нанесения анестезии. Не для внесения цвета, а просто для травматизации и лучшей проводимости анестезии для клиента. Так, наносим вторичную анестезию Ханафи. Тонким слоем наношу я ее под пленочку. И продолжаем работать с нижней губой. Нижнюю губу я также начинаю с зоны от центра до точки смыкания примерно посередине. Пробую, тестирую. Очень часто нижняя губа совсем по-другому принимает пигмент. Поэтому если мы работали в одном нажиме и скорости на верхней губе, это не говорит о том, что нижняя губа ляжет точно так же. Но здесь прокрас хороший остается. Продолжаем. Когда я работаю с нижней губой, я обнимаю голову и делаю вот такой захват 2 пальчиками и третьей своей рукой, то есть безымянным пальцем, делаю оттяжку в 3-ю сторону. Тоже так же формирую валик. В данном случае моя левая рука практически опирается на локоть, что дает возможность такой прям жесткой фиксации. Проверяю, не забываю. Здесь мне необходимо довести до точки смыкания до конца контурную линию. Когда я подхожу к этой зоне, я немножко делаю более быстрые разреженные движения, чтобы здесь не наконтурить, не наплотнить.
И продвигаюсь дальше. Опять взяла участок какой-то захвата, допустим, там 1,5 сантиметра, 2 сантиметра. И от определенной точки опять передвигаюсь к себе. Зафиксировала, определила точку и от нее двигаюсь к себе. То есть мне так работать комфортно. Хочу обратить внимание то, что когда я работаю, то движение происходит только 3 пальцами. То есть мой безымянный и мизинец не задействованы в движении машинки. Они выступают только лишь опорой и помогают в оттяжке кожи. На самом деле это очень важный фактор, чтобы не елозила вся губа, а работал только лишь аппарат в нужном участке. Итак, теперь у нас начинается уже основной прокрас. Начинаем мы от контура. Моя задача прокрасить зону контура и приконтурное пространство самым насыщенным цветом. Начинаю я от уголка рта и прокрашиваю, дублирую контур, немножечко растянула. Возвращаюсь обратно, контур, немножко растянула. Затрагиваю я не больше 1/3 ширины губы. Контур, растянула. Возвращаюсь к контуру, растянула. Проверяю, смотрю, как у меня идет прокрас. Ложится такой мягенький прокрас. Дублирую эту зону. Терпимо? Угу. Отлично. Растяжка у меня также в 3 стороны. То есть безымянным пальцем правой руки, указательным и большим пальцем левой руки. В 3 стороны. Контур, растянула. Контур и рассеиваю. Контур, рассеиваю. Где мне недостаточно прокраса, я могу вернуться, продублировать. Пигмент ложится достаточно хорошо. Остаток мне нравится. Часто у многих людей не получается прокрасить приконтурное пространство. И вот получается такой пробел, промежуток. Они боятся подойти к контуру, вдруг выйдут за контурную линию и будет неровно. Я рекомендую в данном случае первое — это перенести идеальный контур, то есть чтобы он был настолько четкий и читаемый, чтобы не было вообще никаких сомнений, что вы уйдете за эту линию. И когда он максимально читаемый, вы просто его дублируете и делаете движение от него, как будто бы вы просто прокрашиваете быстрыми штрихами контур. Прокрасили и отходите от него рассеивающими движениями, размашистыми. Тогда получается такая вот четкая, чистая картинка контура и приконтурного пространства. Если участок, требующий более деликатного, аккуратного прокраса, можно укорачивать штрих. Так, ну что, вот сейчас я уже завершила первый проход первым цветом, самым сочным. И вот что получилось. Я нанесла анестезию, и благодаря этому теперь видно, до какой зоны, до какого участка у меня идет прокрас. Это примерно 1/3 часть от всей площади губы. И сейчас я уже буду приступать к более мягкому, более светлому, нежному цвету, к промежуточному. И далее завершу более светлым. Так, переходим к следующему цвету. Здесь у меня уже более диагональные растушевочные движения. Во время
прокраса я захожу на предыдущий цвет диагональным штрихом, но не докрашиваю до конца, ближе к слизистой. То есть оставляю место для третьего, более светлого, нежного цвета. Сейчас моя задача просто смягчить вот этот переход от сочного. На самом деле не всегда можно работать несколькими цветами. 3D объема, то есть вот этого перехода градиента омбре можно добиться просто играя с плотностью. То есть от контура у нас более плотный прокрас, и ближе к слизистой у нас более мягкий воздушный прокрас. Градиент, то есть омбре, может быть опять же с более выраженным переходом, то есть от темного насыщенного контура к максимально светлому центру. А может иметь не сильно выраженные переходы, что чаще всего используется в запросах от клиентов. Просто мягкий переход. Это тот случай, когда очень удобно использовать данную технику для клиентов, которые прям хотят выразить контур. Приходят и целенаправленно говорят: мне вот прям линию контура. То есть мы знаем, что линия контура ярко выраженная — это не актуально в перманентном макияже, не эстетично. А вот такой омбре липс техника может красиво обыграть данный запрос. Диагональный штрих, длинный, воздушный, больше похож на маятник. Это у нас цвет коралл промежуточный. Далее у нас будет цвет персик, самый светлый. Еще хочу прокомментировать то, что можно делать более плотное, опять же, более плотное заполнение 3D прокраса, а можно делать более мягкое и воздушное. У нас сейчас такой средний прокрас, средней степени плотности прокрас. Девушка молодая, плотность нам ни к чему. Помада, супер помада нам ни к чему. Цвет ложится очень приятный, мне нравится. Ну, конечно же, мы все знаем, после заживления цвет будет гораздо светлее, нежнее и немного холоднее. Оставляю для последнего прокраса буквально вот такую овальную зону по центру. Больше, чтобы был прокрас светлым цветом именно в центральной части губы, ближе к слизистой. Прокрашиваем в один основной проход, то есть работая всеми тремя цветами поэтапно, но в один основной красящий проход. В редких случаях, если клиент требует более плотного заполнения, можно прокрашивать в два основных прокрашивающих прохода. Коррекция, как и в любом другом случае, может понадобиться. Все зависит от того, какой будет остаток, равномерность остатка и достаточно ли будет клиенту. На нижней губе я также работаю в диагональном штрихе. Могу сказать, что данная техника сейчас является трендом. На нее много запросов. Если в какой-то период практически все клиенты имели запрос на равномерный прокрас без выраженного контура, то сейчас 3D-шка очень популярна. Это не говорит о том, что это будет ярко выраженный эффект 3D.
Хотя были у меня такие запросы, делали мы прям сильный переход, явный. Но я не за более естественные техники однозначно. И поэтому люблю мягкие переходы, которые не будут бросаться в глаза и говорить о том, что это явный такой эффект макияжа. Ну что, поехали. Последний завершающий цвет. Здесь у нас уже практически слизистая. Она может дать отек, это нормально. Точно так же захожу на зону предыдущего цвета для того, чтобы сгладить переход. Работаю по диагонали. Штрих у меня более мягкий, не такой резкий, как на предыдущем цвете. Потому что здесь у нас уже слизистая, которая легко травмируется, сильно отекает. И я должна сделать этот переход в предыдущий цвет и переход к слизистой. Могу менять направление диагонали своей. Хочу проговорить то, что губные пигменты Ханафи дают после заживления довольно хороший остаток. Поэтому не рекомендую сильно уплотнять в такую прям плотную помаду, а делать прокрас по степени плотности примерно между акварелью и помадой. Что-то среднее. Как правило, сразу после процедуры сложно развидеть вот этот эффект 3D по той простой причине, потому что идет травматизация и покраснение, то есть наша выступающая слегка кровь. И вообще покрасневшая зона может просто спрятать этот эффект до того момента, пока не пройдет гиперемия. Поэтому здесь важно работать именно по схеме. То есть прошел одним цветом, проработал, и зная, на каком этапе, на каком уровне ты завершил цвет, прошел вторым цветом и завершил третьим. Потому что вот сейчас, ну как бы я его вижу, этот переход, но иногда он может просто прям совершенным образом теряться. И будет виден только после заживления, например. Очень приятный цвет. Нравится мне вот этот цвет, который самый светлый. Накрашиваю нижнюю губу также. Процесс перманента сейчас, да, вот получается, что у нас губа ветреная, и она такая покусанная изнутри. Бывает такое у людей. Никак не могу убрать этот слой кожи, но перманент является также и как практически мы делаем пилинг своего рода эпидермиса, который должен слущиваться. Также работаю по диагонали. Сильно ничего не тру, практически слегка просто промакиваю. Дотронулась, чуть подтянула, дотронулась, чуть подтянула. Для того, чтобы не усиливать кровообращение, не травмировать еще сильнее. Губки чувствительные у девочки. Но мне важно прокрасить эту зону. Еще такой момент. Самые светлые цвета, естественно, содержат самое большое количество диоксида титана. Соответственно, ими увлекаться тоже нельзя. Я, например, не люблю сильно бледные цвета. Вот этот цвет, он достаточно умеренный. То есть это не сильно бледный цвет. Поэтому я прокрашиваю его
средней степени плотности. Так, ну что, наша процедура окончена. Я думаю, что все у нас получилось красиво, как и задумывали. Для красивой молодой девушки мягкий, приятный эффект омбре липс. Сейчас у нас присутствует небольшой отек. Мы сейчас немножечко дадим перерыв нашим губам и сделаем отчетное фото и видео. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу данной техники, по поводу материалов, которые использовались, задавайте вопросы в комментариях, а также подписывайтесь на канал.